Ну что же, я всех рад приветствовать, с вами снова эфир и добро пожаловать уже в третью серию нашей новой рубрики Нейрогенез. Ну что же, начинаем. Вот, друзья, что же было в прошлой серии? В прошлой серии мы отправились в Twilight Forest, убили Нагу, добыли вот такие вот поножи из чешуи, также получили вот такую магическую карту, стейки, всякие прикольчики, построили вот такой вот домик, вот таких вот куча там ресурсов лежит. И что же еще? Добавилось 3, даже 4 новых мода. Это у нас получается карта, которая у меня справа сверху, мод на рюкзачки, вот они соответственно. Алекс Кейвс добавился, и если я не ошибаюсь, добавился Ender Cataclysm. И что же у нас сегодня по модам? Сегодня по модам нам выпал по совместительству еще плюс аддон к нему Chef's Delight. Это, если что, из комментариев взято, но нам искусственный интеллект подал этот мод, поэтому я решил еще и аддон добавить. Также добавилось вейстоуны, добавились так называемые. И, соответственно, что там еще добавилось? И еще добавилась новая боевая механика. Сейчас, конечно, у меня вот так вот все как-то некрасиво выглядит. Тут, видите, непонятно как-то все выглядит. Также, ребята, очень вам большое спасибо за то, что вы пишете свои моды. Сейчас насчитывается уже 7 модов. Ну, один убираем, это Format Delight, естественно. Остается у нас Ice and Fire, Vampirism, Iron and Spells Books, Аквамирай, Арс Новиао и Крыски, то есть Reds. И сейчас какой-то из этих модов рандомных мы выберем для нашего как раз таки сезона. Соответственно, вот у нас, так как 6 модов, мы ставим здесь шестерочку и... Ой, исключить числа не надо. И давай сгенерировать, выпадает число 4. Это у нас мод Аквамирай. Ну что же, возвращаемся в игру. Ух, так, у меня мир немножко подгружается. И что же, всем привет. Сейчас, если написать тут, например, Аквамирай, вот, соответственно, на месте, там Вейстоун на месте, там еще что добавилось, Bettercom, какое дело. Что еще там было? Farmer Delight еще, кстати, вот, да, вот, смотри, все на месте, все есть, все окей. Пошли, так скажем, спать. Собственно, что у нас в этой серии планируется? В этой серии я, честно говоря, не сильно много чего-то прям сверхъестественного планирую, потому что, наверное, вы можете слышать по моему голосу то, что я немножечко приболел, у меня немножко насморк, немножко в нос говорю. Поэтому в этой серии у нас будет такая расчеловочка, но все равно будут всякие интересные планы, потому что, почему? Потому что нам нужно как минимум свои инструменты прокачивать. Ну что, видите сами, у нас, конечно, сейчас немножечко грустновато все выглядит, у нас тут немножко пшеничка вырастает, которая не выросла, оказывается. Картошечка растет, кстати. На самом деле нам нужно заняться немножко фермой, да и тем более нам нужно еще заняться всякими фермами другими, по типу там коров, там все остальных. Вот, поэтому в этой серии мы обязательно этим займемся. Что же? Что у меня вообще есть? У меня есть куча железа, у меня есть куча всякого прикольного, у меня есть, кстати, мотыга, которую сейчас желательно, хотя пока что, ладно, нет. Мы, возможно, в этой серии еще, кстати, во-первых, кстати, подожди, у меня сырой оленей стейк, да, это значит уже приготовлено, у меня тут, возможно, ой, у меня тут еще и баранина есть. Вообще красота. Возможно, в этой серии мы, смотри, во-первых, я хотел что? Я честно забыл, что я хотел в прошлой серии. Я точно хочу добыть много дерева, потому что, знаешь почему? Потому что нам надо движение, нам надо продвигаться, нам нужно улучшаться, нам нужно двигаться вперед по течению, потому что вот это вот то, что сейчас, конечно, тут вообще капец, это, конечно, немножко не прикольно. И давайте мы сейчас отправимся за деревом, немножечко добудем его, по крайней мере, по первое время, потому что я в прошлой серии его добывал, но что-то сейчас уже у меня его не осталось немножечко. Попробуем животных привести, каких-то там коровок, овечек, всяких таких прикольдесов, и обязательно, возможно, отправимся на следующего босса из Twilight Forest. Возможно, опять-таки, потому что там босс довольно тяжелый, это Сумеречный Лич. Мы в прошлой серии убили Нагу. В этой серии, может быть, желательно убить нам надо Сумеречного Лича. Возможно, опять-таки, точно в этом не уверен. Еще, кстати, мы в прошлой серии нашли очень крутой холм, в котором довольно много ресурсов, по типу железа и прочего, поэтому если у нас будут какие-то вопросы по ресурсам, обязательно можно туда сходить и добыть. В этом не будет никакой такой большой проблемы. Поэтому 100% надо будет сходить. Тут как раз у меня сейчас топорик. Оп, все, ровно прям хватило. Вот это хорошо. На самом деле мы сейчас пособираем, давай немного... Ладно, кого я слышу? О, енот! Просит, смотри, просит. На, держи. Ушел. Смотри, он омывает. Он моет яблочко. Ну, что ты с ним делать будешь?
О, съел. О, прикинь. Вот это природа енота. Взял, поел, помыл, посрал, покакал и до свидания. Вот, кстати, еще одно яблочко можно сейчас скинуть. И еще одно яблочко. Блин, а, кстати, есть такая вероятность, что его можно приручить, кстати, вопрос. Я бы был, если честно, даже не против его приручить. Ну, енотик. Енотик, иди сюда. Оп. На, держи яблочко. Пошел, пошел, пошел. Вот, смотри, мает яблочко, мает. Ну, кстати, смотри, черепаха. На тебе еще одно яблоко. Не голодный уже? Еще голодный. Черепаха. В прошлой серии я говорил, что черепаху убивать не буду. Ну, кстати, новая боевка та самая. Черепахи, увы, ничего не выпало, обидно. И ты просто жрешь? Тю, вот тебе, пожалуйста. Есть тут волк. Сколько саженцев? 4 саженца. Блин, на самом деле маловато. Хотелось бы немножечко побольше. Потому что 4 прям сильно скудненько. Ну, кстати, новые рецепты разблокированы какие-то. Надо будет глянуть, что это за рецепты. Окей, поплыли тогда домой. Смотри, сейчас какая у нас цель. Какая у нас сейчас идея. Заключается в том, чтобы я сейчас, во-первых, 100% посадил саженцы дуба, потому что надо нам много дуба. Это 100%. Также, вроде бы, вокруг меня, да, я вижу, у меня есть вокруг свиньи. У меня есть вокруг, если не ошибаюсь, в той стороне коровы. Но свиньи тоже неплохо, потому что они тоже довольно питательные. Поэтому мы сейчас давай смотри, как сделаем. Сделаем довольно много забора. А вот заборчик, 48 штучек, отличненько. Дерева у меня, да, дерева у меня, к сожалению, нету. Это у него место на самом деле тоже, на самом деле плохо. Надо ставить еще где-то один сундук. А вот тут пусть стоит. Давай сейчас где-то в этой вот стороне построим, потому что близко к дому я сильно не хочу. Кстати, еще можно курей перевести же, точно. Еще же можно курочек привести, это перья. Мы еще, кстати, в прошлой серии, если ты не забыл, мы еще в прошлой серии нашли 2 спавнера, зомби и скелетов. Поэтому, если что, можно вон спавнер 1 и вон спавнер 2. Там, если что, скелет. Можно будет обязательно еще сделать дробилку. Я бы, на самом деле, даже в этой серии это сделал бы, потому что почему бы, собственно, и нет. Ну, готово. Вот так у нас будет выглядеть. Также, кстати, там в телеграмчик канал, там в описании, там Facebook, там очень рад, там новости всякие, там новый сезон там планируется выходить, там обязательно, там смотри, там подпишись, да, обязательно, там надо ссылочка в описании. Вот, смотри, значит, тут у нас будут находиться наши свинки, здесь у нас будут находиться наши петухи, называемые. Вот, все, один уже тут сидит, кстати, его можно пока забаррикадировать на всякий случай. Одного нам в целом хватит для того, чтобы размножить его, поэтому не проблема. И еще, кстати, я в прошлой серии говорил, то, что можно заняться креатом. Креатом мы тоже можем, кстати, в этой серии заняться, потому что для этого надо буквально дерево и много цинка, и там больше ничего. Цинк у нас есть, поэтому думаю, что это небольшая проблема. Можно будет обязательно это сделать. Давай сейчас мы сделаем сколько по калиточек? 3 калитки нам нужно, да? Ну, вроде да, 3 калитки нам надо. И, кстати, мне бы еще топорик бы не помешал. Вот, кстати, уже он дается задание за то, что я могу сделать всякие предметы изготовки. Это очень хорошо. И давай смотреть. Для того, чтобы нам привлечь свиней... Кстати, нам 2 калитки всего лишь надо было, окей. Нет, стой! Подожди! Здесь вот, заходи. Тут хорошо. Все, сиди. До свидания. Да. Здесь я вижу, кстати, цинк. Да, это вроде бы цинк. Там я вижу, или это не цинк? Не, это цинк, ребята, это цинк. Вижу уголечек, вижу еще, кстати, какую-то руда. Это какая руда? Подожди. Не говори то, что это лазурит. Это реально лазурит. Блин, с одной штуки 8 сразу выпало. Вот это... Вот это поворот. Так, окей. Собственно, давай свинки. Передо мной прям яйцо пропало. Свиней здесь много. Это хорошо. Значит, смотри, как мы сейчас сделаем. Давай сделаем двойное проникновение в эту территорию. Мы сделаем с этой стороны и с вот этой стороны тоже калиточку поставим. Возьмем где-то, да, вот отсюда одну картошечку. Немножко порядку даже затоптал. Сейчас возьмем наших свинок и их притянем к себе. Давайте, идите сюда. Кстати, на самом деле мы можем с помощью креата очень много чего сделать, потому что мы, во-первых, можем, если что, сделать ферму и дерево, и ферму просто обычную, и ферму, да чего хочешь, только взять ферму. Все, есть, сидите на месте, до свидания. Да, мы можем сделать ферму. Ну, на самом деле много ферм можем сделать. То есть давай смотреть. Для того, чтобы нам сделать условно ферму дерева, да, для начала, нам нужны вот такие вот механические пилы. Делаются они в целом довольно просто, за исключением того, что нам нужен андезитовый корпус. Это буквально нам нужно обтесать любое бревно и положить на него андезитовый сплав. Но в ту же очередь андезитовый сплав — это у нас смесь кусочка железа или цинка с андезитом. Но андезит, естественно, в шахте находится, а железо и цинк — это уже, конечно, да, надо будет как-то разбираться с этим. Но сам факт, что делается в целом довольно просто, если
Да, здесь, конечно, у меня нету пока размышления. На одну лишь пилу у нас идет 4 железа. 4 железа. Значит, нам нужно, ну, где-то точек 8, это 32 железа, нам надо для 8 механических пил. После этого нам нужно еще будет сделать механический вращатель. Вот такой вот механический поршень. Либо вот механический вращатель, кстати. Да, в целом мы можем использовать как раз-таки вот механический вращатель. Делается он в целом, кстати, довольно просто. Но еще нам нужен, если я не ошибаюсь, еще нам нужен клей. Это 100%. И вот эти вот где-то они, где они? Вот, автономные активаторы. Вот здесь у нас как раз самая большая загвоздка. Ведь нам нужна латунная рука. Для создания латунной руки, да, кстати, электронная лампа тоже, нам нужна латунь. Латунь в той же очередь делается с помощью латунных слитков в смешивании. Но для этого нам нужна горелка всполоха, для которой надо медь и цинк, благодаря которой у нас будет получаться там 2 слитка латунь. Вот как раз таки вот это у нас небольшая проблема, потому что у нас нету, к сожалению, автономных активаторов. Но на самом деле при начальном уровне развития нам в целом хватит просто механических пил и механического вращателя. Ведь мы можем и вручную ставить те условно саженцы, чтобы они автоматически не ставились. Но также нам, кстати, еще нужен вот такой вот портативный складской интерфейс, который делается в целом довольно просто. Но самое главное, да, и здесь своя проблема, это андезитовые корпуса. Это вот самая главная проблема. В целом, учитывая, сколько у нас дерева, мы можем попробовать что-то создать, но для начала нам нужна энергия. Энергия кинетическая. Весь мод Create у нас основан на энергии вращения. То есть мы должны использовать водяные колеса, либо ветряные мельницы, либо там какие-то подобные инструменты для того, чтобы вырабатывать что? Правильно, вращение. Делается в целом это довольно просто. Андезитовый вал делается с помощью сплавов, соответственно. То есть нам в первую очередь нужно где-то добыть много андезита. Ведь у нас сейчас андезита немножечко, ну как вам сказать, маловато. Всего лишь хватает на один андезитовый сплав. Да, поэтому нам нужно будет обязательно разобраться, как еще добывать много андезита. Давай изначально пойдем в какую-то шахту. Возможно, у меня где-то здесь может быть... Нет, здесь, к сожалению, у меня нету андезита. Хотя, на самом деле, мне бы хотелось и свою шахту выкопать. Потому что своя шахта гораздо приятнее, нежели где-то вот это вот бегать искать. Правильно? Здесь я вижу много туфа, много гравия. О, вот тебе, пожалуйста, немножечко андезита. Вот так, думаю, 48 штучек нам хватит. Давайте тут оставим меточку сейчас андезит, чтобы понимать, где находится. И телепортируемся на базу. Окей, смотри. Мы можем использовать в целом цинк, потому что у нас цинка довольно много. Я думаю, что цинк это будет не проблема нам использовать, потому что цинк на самом деле для чего используется? Цинк у нас используется в целом вроде бы не для чего. Реально, вроде бы... Ну, окей, ладно. Ради латуни он используется. Но железо используется больше где, поэтому будем использовать сейчас цинк. И давай делаем свои первые 9 андезитовых сплавов. После этого давай сделаем немножечко валов, 16 штучек. Ну и я думаю, давай сделаем оставшиеся 6 корпусов. Раз, два, три, четыре, 5, 6 и тыкаем. Во. Все. У нас получается 2 новых достижения. Андезитовый век, союз камня и что-то там, чего-то еще. У нас на улице, кстати, еще и дождь, который я пропустить не могу, к сожалению. Ну, ладно, чё уж. Что нам еще надо? Нам нужен железный блок. Вот это, кстати, на самом деле фатально. Довольно дорого, на самом деле. Но, на самом деле, это еще не все. Ведь нам нужно еще сделать, если не ошибаюсь, депо. В целом это делается довольно просто. Нужно просто еще гораздо больше нам... Блин, наверное, весь надо цинк потратить. Давай сделаем еще депо, ведь нам нужно же как-то где-то механический пресс использовать, правильно? Правильно. Ну и недалеко отходя от кассы, нам еще нужно взять водяное колесо. В целом, это просто обычное дерево. Давай сделаем штучки 2. Штучки 2, я думаю, пока что нам хватит. Также, кстати, еще нам нужна коробка передач. Не коробка передач, как-то передача. Во! Угловая и, соответственно, вертикальная. Но ее можно будет переделать, не проблема. Нужно сделать немножко шестерней. Давай сделаем штучек 8. И потратить оставшиеся на... как раз таки передачи. Ну ладно, пусть будет. Че уж. Пошли, пока у нас на улице дождь. Поставим наши водяные колеса. Я вам покажу, как это работает. Смотри, мы берем... Ставим, да, в целом можно поставить спокойно вот здесь, либо можно сейчас просто набрать немножко воды, поставить где-то поближе, чтобы это не было так уродски. Вот, смотри, теперь мы берем, вот так вот ставим колеса, и вот обузданная гидравлика. Теперь у нас здесь стоят колеса. Теперь
мы от них давай все-таки вертикальной передачей переключим. И вот здесь делаем еще одну вертикальную для того, чтобы, знаешь что, правильно подключить депо. Точнее, механический пресс. Теперь мы можем взять, спокойно вот так вот чикнуть 3 железа. И вот так вот медленно, но верно. И вращается у нас это железо в что? Правильно, железный лист. Давай закидываем пока что это железо, пусть оно у нас немножко бомкается. И смотри. Для того, чтобы нам сделать механический поршень, в целом добра много не надо. Нам буквально нужна еще плитка. Плитка в целом это довольно не проблема, потому что вот все готово. И останется лишь нам что? Останется лишь нам по факту механические пилы, для которых нужно очень много железа. В целом вроде бы все. Больше чего-то прям такого сверхъестественного нам не надо. То есть мы в теории сейчас можем просто взять. У нас получается всего лишь 3. Для создания пилы нам нужно целый 1 слиток. Значит, в теории, знаешь, сколько мы можем сделать? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Вот, 12 ровно что... на 15. О, это уже гроза. Это уже можно поспать. Да, верно. Ой, доброе утро. Солнышко прошло, и радуга на улице тут есть. На улице, правда, мокровато чуть-чуть, но не суть. Знаешь, да, закидываем 12 слитков на сжатие. Да, все верно, потому что нам как раз не хватит. Ну, не хватит, а чуть-чуть буквально еще. И также нам нужно сейчас, получается, еще сделать корпуса. Так как нам буквально хватит на 5 прессов, для этого нам нужно будет тогда сейчас... Не, ну, кстати... Блин, ну ладно уже, пусть будет, пусть уже так будет, окей. Добудем сейчас немножко дерева. И все вот эти вот бревна мы сейчас используем на что? Правильно, на создание так называемых корпусов. В будущем, конечно, мы их сможем делать с помощью автоматизации, да, то есть мы сможем это все автоматизировать, естественно. Но не сейчас, пожалуй. Значит, смотри. Да, нам 100% хватит. Нам нужно лишь делать сейчас еще жолоб. Кстати, для которого тоже надо железные листы. Нет, ну окей, ладно, пусть тогда делается, ничего страшного, это не проблема. Что по итогу сделалось? Да, все пластины сделались. Отличненько. О, кстати, разбойники. А давай мы их убьем немножечко. Что это? Ну что, как говорится, пуськи или что? Мы их сейчас... они в шахту упали. О, привет. Сидите там, ребята, вы мне не помеха. Давай сделаем сейчас жолобы. Также мы сделаем, нам нужно 2 портативных складских интерфейса. Ну и на все остальное сделаем 4 пилы. Да, большего нам, к сожалению, не хватит. И, кстати, еще нам нужно сделать еще одно водяное колесо. Для того, чтобы дать энергию чему? Правильно, самому механизму, поршню, вращателю, так называемому. И смотри, как это работает. Мы сейчас ставим вот сюда под низ, соответственно, механические вращатели. А далее мы можем поставить любые абсолютно твердые блоки, да, условно те же самые доски, они тоже будут работать. Но, кстати, я еще вспомнил, у нас есть проблема. У нас есть очень большая проблема. Знаешь, в чем она заключается? Заключается она в том, что у нас нету клея вот этого вот. Оно делается довольно тяжело. Но все в целом довольно просто, за исключением нам нужен краситель и тест. Но это в целом окей, это не проблема, это можно сделать журнов, это можно сделать жорнов, поэтому не такая уж и большая проблема. Но то, что нам здесь надо еще лаймовый краситель. Для этого нам нужен белый и зеленый. Но зеленый это не проблема кактусов, у нас там много, потому что у нас там пустыня есть. А вот белый тоже, кстати, не проблема, у нас дофига костей. Это очень хорошо. И я бы сейчас, знаешь, что сделал? А ну пошли. А ну пошли. А ну иди сюда. Идь. О, смотри, у меня теперь песик есть. Пошли, дрожь. Нам, кстати, еще нужно собрать сейчас немножечко тростника, дабы, так скажем, выращивался у нас потихонечку. И смотри, пес с нами, это хорошо. Дерево превращаем в доски. И смотри, у нас так как всего лишь 4 пилы, у нас будет задействоваться 4 пилы, соответственно. И здесь также будет использоваться складской интерфейс. Вот так он будет выглядеть. Здесь нам нужно будет поставить сундучок, в который будет как раз таки... нет, нужно поставить жолобы, если я не ошибаюсь. Да, нужно поставить жолобы, дабы как раз таки с этого вот интерфейса у нас перекатывались вещи как раз таки в сундуки. Окей, но самая главная проблема у нас до сих пор открыта. Нам нужен клей, буквально. Потому что у меня, если не ошибаюсь, нету ни клея, ни шариков слизи, ничего, да? Вы, к сожалению, да. Окей, ладно.
Тогда смотри, что мы делаем. Нам надо сделать жорнов. В целом это довольно просто. Нам нужно лишь сейчас сделать одну шестерню и взять любой абсолютно камень. Будто диорит, будто вообще что угодно. Все, спасибо большое, есть такое. И смотри, в чем самая главная загвоздка. Данный механизм у нас работает от энергии вращения в плане шестерни. Да, то есть нам нужно что? Правильно, шестеренки. Либо же можем как-то подключить вот сюда те самые шестеренки, которые будут нам позволять как-то, я не знаю, перерабатывать эту энергию по-другому. Либо же мы можем сделать рукоятку, если я не ошибаюсь. Вот, да, рукоятка. Вот это вот, которая делается в целом довольно просто. Поэтому давайте мы сейчас ее сделаем. И также нам нужна та самая шестерня. Маленькая, вот такая вот, ничем не приметная шестереночка. Давай мы поставим сейчас куда-то ее вот сюда жирнов, сюда шестерню и сюда рукоятку. Все, видишь, все работает. Теперь нам нужно много пшеницы. Очень много пшеницы. Я, если не ошибаюсь, кстати, пшеницу добывал для хлеба, если я не ошибаюсь. Если нет, то нам надо будет сходить в деревню. Там снопа сена очень много, да. Видимо, не добывал, но это сейчас мы окей. Это сейчас мы исправим. Берем железную мотыгу и мчимся в деревню. Ближайшая деревня у нас находится где? Ближайшая деревня, я так понимаю, находится вот здесь. Ну тогда сейчас мы здесь создадим поинт с деревней. И нам нужно туда отправиться. Пожелайте мне удачи. И вот я уже подбегаю, и я уже вижу очень много снопов сена. Вот так. Мы сейчас займемся такой вырубкой массовой, что это будет ой как хорошо. Кстати, еще можно будет поискать здесь. Вот сундучки. Здесь вот, пожалуйста, вам куча риса. Кстати, это новый зеленый краситель, кактусы. Да, я пока бежал в деревню, еще добывал кактусы. И рис. Это новый вид ресурсов. И смотри, томаты. И мертвый куст, который не знаю зачем мне нужен, но ладно. Граничка еще, кстати, здесь есть. Да, так как я здесь ничего не открывал, да, никакие сундуки, здесь сейчас генерируются предметы из новых модов, да, видели то, что семена томата появились, семена риса появились. И это очень круто, потому что мы можем сейчас буквально в любой сундук залезть и понять то, что у нас вот, пожалуйста, есть тебе много новых садовых материалов. Это на самом деле очень хорошо, потому что жалко, что эта деревня, конечно, уже была мной сгенерирована, да, потому что мы могли бы, если новую деревню найти, мы бы могли еще найти, помимо деревни, могли бы еще найти специальное здание, как раз таки принадлежащему этому моду. И, кстати, верблюд, привет. Да, то есть мы могли бы спокойно найти, поэтому вот вам, пожалуйста, еще томаты, вот вам еще рис, вот еще куча кактусов, урожай дикой природы. Только сейчас достижение засчитала. Прикол. Все, можно телепортироваться домой. В целом я все уже, что мне нужно, собрал. Давай сейчас мы как сделаем? Мы сейчас возьмем вот эту всю пшеницу, положим ее в жернов, закинуть, наверное, надо, да. И начнем молотить. Вроде бы, да, вот карманная дробилка у нас достижение есть, значит передробилась. Естественно, конечно, чем быстрее будет крутиться шестерня, тем быстрее она будет обрабатываться, но пока довольствуемся тем, чем есть. Потому что других вариантов у нас пока, к сожалению, не дано. Сколько? 9 пшеничной муки. Отличненько. Пшеница, кстати, тоже вернулась. Окей. Значит, что мы сейчас делаем? Кактусы по факту мне даже не нужны так-то, по сути, потому что уже зеленый краситель у нас есть. Ну так уж и быть, я сейчас один кактусик возьму, потому что надо. И одну косточку, пожалуйста. Пока у нас там все плавится, дробится и красуется, давай сейчас возьмем, дойдем к нашим вот этим вот растениям и немножечко увеличим наши посевы. Потому что не хуже это, как говорится, без посевов сидеть. Вот, например, томаты пойдут у нас тут. Рис, я так предполагаю, растет, да, не выживает на мелководье. Да, видишь, ему нужна именно земля. Так как рис выращивается в культуре азиатов на воде, значит, нам нужно тоже выращивать где? Правильно, на воде. Все, отлично. Также мы можем собрать сейчас, вот, пожалуйста, картошечку. Свеколку можно еще собрать, которую тоже можно будет сейчас посадить. Потому что в будущем, благодаря этим всем культурам, мы сможем создавать очень питательные ресурсы, да, очень питательную еду. И, кстати, свеклу, да, свеклу едят тоже наши свинки, поэтому мы сейчас, оп, романтический ужин сделаем. Курочка, привет, ты пока одна? Пока одна, но на тебе, вот. О, я не хотел, это случайно. Это неплановые действия были, ты сорянчик. Давай тут посадим сейчас пшеницу, окей, все. У нас в целом все есть. А дальше что нам нужно? Нам нужно сейчас взять
зеленый краситель соединить с белым краситель, получить в итоге лаймовый и соединить это буквально вместе. Ну еще тесто нам надо, которое вот делается вот так. Это, конечно, такой себе крафт на самом деле, но... Ну что тут сделаешь? Все, готово. И соединяем теперь это все вместе. Сгусток слизи получен. Теперь мы можем создать так называемый клей. Но для него, кстати, еще нужно... один кусочек железа. Дорого. Нужно будет делать еще ферму железа в скором времени. Окей. У нас это все есть. Это прекрасно. Кстати, у нас... ну да, все верно. У нас еще одно колесо. Теперь смотри. Нам еще нужно сейчас 2 сундука. Желательно. Спасибо большое. И смотри. Сейчас что мы делаем? Мы сейчас начнем склеивать это все. Делается это все довольно просто. В этом какой-то магии, как ты думаешь, нету. Но еще нам нужно набрать сейчас немножко воды и сделать еще один вал. Для того, чтобы привести в движение нашу вот эту вот всю громадину, вот эту вот так называемую. Потому что она подводится снизу. Хотя, наверное, даже можно не валы использовать. Можно просто положить колесо и просто залить сюда воду. И вот как это сейчас выглядит. Да, сейчас, конечно, это выглядит немножко не так, как хотелось бы. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно это все клеить, друзья. Вот таким вот образом это все делается. В целом довольно просто. И теперь, если мы сейчас возьмем, запустим воду, у нас начнется вращение. Как вы можете заметить, вращение у нас идет полным ходом. И теперь все, что нам по сути остается, это просто, во-первых, обратно вернуть здесь. Вернуть просто обратно землю. Все, готово. И теперь смотри, что мы делаем. Мы можем, во-первых, кстати... на самом деле я бы остановил, потому что кое-что я еще не доделал, да? Сейчас она остановится. Я еще не поставил вот сюда сундуки. Да, туда нужно тоже сундуки поставить, дабы у нас ресурсы после добычи, собственно, собирались, да? И отдавались обратно в... вот этот вот складской интерфейс. Это делается, потому что так надо. Куда-то в любое место поставим. Сейчас мы обязательно это все должны склеить. Вот таким вот образом. Готово. И теперь мы можем запускать, но перед этим нам нужно добыть это все дерево для того, чтобы нам выпали саженцы. Зато как раз, кстати, довольно много дерева у нас будет на будущее. Это очень хорошо, потому что мы сможем и сделать что-то с помощью дерева сейчас сразу же, да? Даже не ждя, пока у нас там где-то соберется дерево, а сразу же можем его использовать. А пока там будет выращиваться, пока вот это все, друзья, там мы это все уже успеем 20 тысяч раз сделать. Только да, естественно, нам нужно будет немножко подождать, потому что нужно, чтобы выпали все саженцы. Они уже начали выпадать. Это хорошо. И смотри, как эта вся система у нас работает. Мы сейчас берем очень много саженцев, кстати, довольно реально много, и ставим по всей площади нашей работы механизма. Вроде бы я все сделал, больше мне останавливать не нужно будет этот механизм, поэтому мы можем его запускать. А теперь смотри, у нас работают пилы, и сейчас по вот этому всему периметру нам нужно будет ставить пилы, дабы они у нас, соответственно, добывали деревья, да, по максимальному радиусу. Где-то вот по такому радиусу у нас могут они добывать. В целом мы можем просто сейчас сделать огромный круг. Да, вроде бы по вот этому всему радиусу они будут добывать. Если что, мы можем попадать на вот эти вот структуры, поэтому не переживайте. Вот, смотри, у нас выросло дерево, кстати, как раз таки. Сейчас проверим, как оно работает. Вот, слышно, оно добывается. Добылось. Теперь оно делает вот такой вот небольшой круг. И вот, пожалуйста, обмен на ходу. Все ресурсы у нас попадают вот сюда внутрь. Теперь уже точно все. Можно теперь точно закрывать и идти потихонечку спать. Ведь улица уже даже ночь успела наступить, пока я тут разбирался с этим всем. Ой, доброе утро. Что же у нас тут видно? На самом деле, кстати, я бы даже использовал бы, наверное, еловые саженцы. Я, правда, честно, не знаю, насколько будет работать это все с огромными деревьями ели. Вроде бы как-то оно по-другому работает, если не ошибаюсь, да? Не так, как с дубовыми. Но на самом деле дуб мы тоже пока что можем использовать. Первое время пока что это точно, потому что почему бы, собственно, и нет. И сейчас нужно самое главное, чтобы по всему радиусу здесь поставить. Он вроде бы еще вот здесь пойдет. Все, да, то есть вот этот весь внутренний круг, так скажем, из наших лесопилок нужно забить. Вот, все, пожалуйста, теперь у нас куча будет фармиться дерева. И да, но пока что, конечно, будет заканчиваться здесь все эти саженцы, но мы сможем их, понятное дело, садить. Мы, если что, кстати, еще можем сейчас переделать довольно много дерева и просто, знаешь, вот здесь сделать маленькую, так скажем, вот такую дорожку. Да, так
скажем, было понятно, по какой стороне у нас, собственно, происходит все вот это вот собрание. И даже посмотреть, где у меня неровности есть какие-то, да, то есть, условно, вот у нас дерево идет, вот эти вот, допустим, деревья у нас добываться не будут. И вот это уже выглядит вполне себе как ровненький круг. Да, все верно. Вот эти остальные 2 саженца мы сейчас можем поставить вот сюда вовнутрь. Все, ферма полностью рабочая. Да, дальше нам нужно стремиться к латуни, для того, чтобы сделать автономные активаторы, дабы у нас эти деревья выращивались автоматически, да, и садились автоматически, и добывались автоматически, чтобы все было механизировано. Но для этого, повторюсь таки, нужно очень много латуни. Так как у нас сейчас всего лишь 4 пилы, нам нужно по факту 4 латуни. Это у нас получается 16 латунных слитков. Для создания 16 латунных слитков нам нужно смешивание, то есть нам нужно 8 медных и 8 цинковых слитков. Но помимо всего прочего, нам еще нужно механический смешиватель, чаша, также горелка всполоха, которая делается вот таким вот образом. Для этого нужно отправляться в так называемый, да, правильно, в Незер, для того, чтобы нам получить эту горелку всполоха. Это, конечно, небольшая проблема, ведь у нас, к сожалению, сейчас прям таких мега возможностей нету, дабы отправиться сразу же в Незер, потому что у меня буквально нету обсидиана для того, чтобы туда отправиться, поэтому нужно будет туда обязательно сходить сейчас. Ну, как сейчас? У меня даже алмазов нет буквально для кирки, поэтому нам нужно отправляться в шахту. Для того, чтобы нам отправиться в шахту, нам нужно сейчас взять очень много дерева и сделать очень много лестниц для того, чтобы сделать большой спуск вниз. Думаю, 63 нам хватит, мы будем ровно на нулевой высоте. Ну или давай, знаешь, давай мы немножечко шиканем, сделаем побольше чуть-чуть. Это я уже прям слишком шикану, конечно. Ну, ладно, чё уж. И давай вот здесь как раз таки в нашей шахте, но... Подожди, еще не все. Давай мы уголька возьмем, у меня как раз вон 13 угля есть, для того, чтобы еще факелки нам сделать. Потому что факелов у нас, к сожалению, маловато. Там, я уверен, будет темновато, поэтому нужно будет обязательно это все сделать. Все, вот, пожалуйста, вам спуск. И просто сейчас мы можем спокойно спускаться до нулевой, наверное, даже высоты. Мы, кстати, в том числе, если что, сможем по факту... Вот, кстати, андезит. Это очень хорошо. Так, а что это, извините меня, за шахта такая интересная? В ней очень много андезита. Я это вижу, мне это очень нравится. Очень много меди, очень много угля я вижу здесь. Здесь меди прям на самом деле очень много. Куча гранита, куча железа, опять-таки повторюсь. Цинк, кстати, еще я вижу, вот он. Здрасте. Ну, кстати, на самом деле тоже добуду. Но, ребята, это не то, что мне надо. Мне нужны алмазы. Да, к сожалению, алмаз, конечно, как-то замудренным способом мы сделать не сможем, да, с помощью хрейта у же самого. Естественно, с помощью руды, кстати, с помощью алмазно-глубинного сланца мы сможем получить 2 алмаза. То есть шанс есть утроение даже. Кстати. Блин, на самом деле очень прикольная тема. Но это надо нам как минимум книгоношелковое касание. А для этого нам нужно чародейский стол, чтобы выпал Ой, это, короче, ребят, ой. Это будет ой-ой-ой, как не скоро. Да, и тем более нам надо будет создать так называемые дробильные колеса. Колеса. Они делаются на минуточку вот так. А для этого нужно вот это. Лунный слиток. Поэтому, да, сейчас у нас лишь вариант один. Это добывать очень много алмазов для того, чтобы идти в Незер. Впоследствии, конечно, взять очень много всяких прикольных инструментов. Тут я, пожалуй, кстати, вот им перекрою, не мешались. Ну и спускаемся вниз. Вот, кстати, мы уже докопались ровно до нулевой высоты. Нас тут встречает цинк. Здрасте. Давайте мы его сейчас немножко добудем. И смотри, мы сейчас можем как поступить. Мы можем сейчас здесь сделать, так скажем, первый этаж. Вы спросите, почему? Потому что мы сможем сделать в будущем лифт. Только я не помню, есть ли тут лифтовая. Да, лифтовая лебедка у нас здесь есть. Благодаря нему, естественно, мы сможем сделать так называемый лифт, естественно. Вот. Но делается в целом, кстати, довольно просто. Но для сейчас, да, мы можем сделать как? Мы можем сейчас просто вот сюда отойти на 2 блока, дабы продолжить здесь копать для 2-го уровня, так скажем. О, смотри! Нифига себе, сразу же алмазы и нифига себе! Это сразу же очень большая жила. 8 штук. Вот это мне, друзья, повезло. Сразу же 8 алмазов найти. То есть, ну, я вот буквально копался вниз и нашел алмазы. Вот это прикол. Блин, ну, спасибо. Тогда можно спокойно подниматься наверх. Даже не докопался до самого низа и получил алмазы. Вот это круто. Но на самом деле это еще не все, что у нас, так скажем, есть и надо. Нам еще нужно, если я не ошибаюсь,
где-то найти озеро лавы, потому что у меня его, к сожалению, нету с собой. И где-то его нужно будет обязательно найти. Только, блин, я не знаю, где она может быть. Даже близко я не знаю, где она может быть. Вроде бы я его не находил. Или находил. Кто помнит? Кто скажет мне? Вроде бы я его где-то... А, нет, все, вижу. Вон раз, там вон второе есть. Отлично, окей. Давай тогда сейчас возьмем 2 палочки и сделаем алмазную кирочку. Вот эту кирку можно выкладывать. В будущем мы сможем ее переделать в огненную кирку, которая позволяет которая будет автоплавить. Кстати, на самом деле довольно очень хорошая кирка вот эта. Но не сейчас. Мы сможем ее разобрать обратно на железо, я имел в виду. Пусть у нас цинк и железо, естественно, плавится, а мы пока... Что мы пока? Нам надо сейчас сделать еще, кстати, еще одно ведро. На всякий случай, потому что с одним ведром ходить как-то не очень хорошо. Ложимся спать. Посмотрим сейчас, что там наше дерево, сколько добылось уже. Потому что мне на самом деле и самому интересно очень. О, смотри, тут движение. О, тут движение у нас капитальное. Кстати, смотри, внутренняя часть не добывается. То есть внутреннее дерево, оно, видишь, оно не срубается, к сожалению. То есть то, что находится внутри, да, не в зоне досягаемости, нужно сломать. То есть вот этот вот росточек надо сломать, вот этот и вот этот. Блин, на самом деле дерева очень много добылось. Я вам так скажу. Дерева добылось прям на самом деле очень много. И вот эти все саженцы, ай-яй-яй, надо собрать сейчас и посадить назад. Смотри, сколько там по итогу-то добылось. Давай посмотрим. По итогу у нас добылось... Ух ты, нифига себе. Какая-то красная черепаха. Ауч! Вот это внезапно сейчас прямо передо мной. Да, видишь, наша ферма дерева работает на ура. Мне это очень нравится. Вот вам, пожалуйста, все есть, полностью забитое. Все. Обратно можно складывать саженцы, но дуб я заберу. 2 стака дуба, считай, получили за буквально минут 10. Это очень круто, на самом деле. Это очень хороший результат. У нас, вон, смотри, сколько дерева теперь есть. Окей, давай тогда у нас алмазная кирка с собой. Давай берем сейчас ведра и пойдем на... Да, вон где-то у нас там находится ближайший... Не падай! Вот как, ну вот надо было тебе сюда падать. Вот скажи мне, надо было тебе вот это вот сюда падать? Вот, ну вот зачем? Ну вот смотри. Здесь очень много у нас лавы. Мы, кстати, эту всю лаву добудем. Ну, как лаву мы добудем? Обсидиан. Обсидиан, кстати, я вроде бы помню, тоже можно добывать с помощью креейта как-то, если не ошибаюсь. Можно даже сейчас это посмотреть. Мы можем... Да, с помощью магмы можем это делать. А магма, в ту же очередь, у нас как делается? С помощью сгустков. Сгустки — это сгустки слизи и огненный порошок. Огненный порошок — это в ту же очередь огненный стержень, а это в ту же очередь всполохи. Тяжело. Ух, 14 обсидиана есть. Отличненько. Давай забираем воду, возвращаемся обратно. Хотя, нет, давай оставим тут воду одну. Пусть будет. И поставим сюда меточку обсидиан. На всякий случай пусть будет. Может быть, пригодится, я не знаю. Может быть. И... О, кстати, вы опиляете мои цветочки. Вот это прикольненько. Вот это чиназис, прям я сказал бы. Берем зажигалку, делаем. Раз, два. Огнево есть. И, кстати, я еще добыл же 14 обсидиан. Это мы можем в теории сделать еще чародейский стол. Но для него... А, нет, ладно, книжки у меня чуть-чуть есть. Давай сделаем еще чародейский столик. Вуаля. Есть такое. Но, естественно, нам нужно будет гораздо больше книжек для того, чтобы сделать нам его на максимальный уровень. Пока мы можем его поставить куда-то на улице. Я, наверное, за кадром сделаю домик побольше, чтобы было место еще для чародейского стола. А пока что довольствуемся вот этим. И давай, окей, давай. Поставим куда-то тебя вот сюда. Дабы ты тут не шумел, не пердел, ничего. Поставим тебя куда-то вот сюда. Вот таким вот образом. И зажигаем. Да, к сожалению, у нас модов на ад никаких не установлено, дабы там генерация какая-то была крутая. Поэтому ад у нас будет каким? Правильно, обычным. Вот это я телепортировался, у меня тут уже нападение идет конкретное. Спасибо, но не надо. Давай сразу же тут поставим меточку портал, чтобы не забыл. Воу! Кто ты? Отстань! Кто ты такое? Иди сюда. Фу, воняет. Кошмарное топливо. Встретите багрового комара. Я сейчас умру. Мне такое не надо. Покушать надо срочно. Идите сюда, теперь я могу на вас нападать. Блин, здесь 2 стрелка, кстати. Это очень неприятно. Смотри, выпал хоботок и кровавый мешок. Кровяной.
мы можем благодаря нему сделать распылитель крови, который в будущем мы можем и преобразовать в гемолимфовый бластер, который в будущем мы можем зачаровать. Блин, кстати, я бы сделал, посмотреть, что это такое, потому что нам буквально нужно еще 3 несетских кирпича, можно будет сделать. И что мне нужно отсюда? Мне нужно здесь добыть на самом деле немножко незераком. Довольно, ну как, я бы сказал, даже немножко больше, потому что нам нужно оно для всполохов наших. И найти крепость. Крепость. Может, по карте где-то она найдется поблизости. Я вижу бастион, кстати, можно пойти залутать. Ну, давай сходим, окей. Сколько начанков стоит? 16. Окей, думаю, прогрузится. Портал у нас, если что, метка есть, можно будет обратно вернуться. А также, если что, мы сможем добыть кварца. Довольно много, если что, чтобы уровень повысить, да? И, кстати, кварц нам на самом деле нужен. Потому что нам нужно будет делать розовый кварц, поэтому его мы тоже добудем. Это точно надо нам. Потому что не забываем, смотри, для создания электронных ламп нам нужен полированный розовый кварц, для которого нам нужно... Что? Правильно, лезерский кварц. Вот, пожалуйста, 13 штучек есть. Да, правда, бегать здесь очень лучше аккуратнее, потому что очень страшно, на самом деле, потерять вещи, потому что нету здесь модов ни на могил, ни на что. Поэтому нужно будет предельно аккуратным быть, чтобы случайно как-то не убить себя. И в особенности не наткнуться на хоглинов с пиглинами. Вот это прям очень фатально. Я еще слышу, за мной летит вот этот вот комар багровый. Тоже на самом деле неприятные кенты. И вижу гастов. Кстати, мы можем выполнить испытание. А ну, нацелься на меня, друже. Ты же меня видишь. Эпс. Все. И, кстати, слеза гаста еще выпала нам. Это очень хорошо. Спасибо. Вот наш бастион. Блин, на самом деле я туда являться не хочу пока что, потому что опасно. Опасно это делать без брони золотой. Вот, кстати, крепость. Крепость находится в той стороне. Мы можем спокойно сейчас к ней докопаться через буквально вот таким вот образом. Где-то она там находится, и мне просто нужно буквально найти сейчас крепость, поставить метку на эфритах, и все. Это все, что мне надо по факту. О! Вот так этого вот мне явно не надо! Вот это сейчас очень опасно. Зачем я продолжаю копать? О нет, потушись. Пожалуйста. Фух. Я уже думал, что все, на этом я наигрался. Вроде бы я за этот сезон еще ни разу не умер, если не ошибаюсь. А, ладно, 19 смертей. Не будем вспоминать вчерашнюю Нагу. И да, вон там где-то у нас находится наша крепость. Вот она, во-во-во, я уже ее вижу отсюда. У меня как раз очень много незерака, поэтому мы сможем спокойно подняться сейчас наверх. И благодаря этому как раз таки незераку... Кстати, еще же здесь вот этот биом. Это биом эндерменов, так называемых. Это тоже очень, кстати, круто, потому что мы сможем добыть много эндерперлов. Как раз для улучшения магнита того же самого, кстати. И, пожалуйста, достижение чертоги Незера получен. Теперь нужно где-то найти спавнер эфритов. Надеюсь, он будет здесь, в этой крепости. Я был бы очень этому благодарен. Возможно, он будет не здесь, возможно, он будет где-то под низом. А вот, кстати, первый. Но я вас, пожалуй, обмену сейчас. Потому что можно, кстати, еще убить сейчас... нашего вот этого вот черепка. О, сундук, кстати. На самом деле в этом сундуке может быть, ну, огневый золотой меч, конечно, это не то, что я хотел бы. Но мы можем здесь найти очень много полезных ресурсов по типу алмазов, по типу прочих всяких приколов. И самое главное, адский нарост. Вот это, кстати, очень важно. Ведь благодаря адскому наросту мы сможем варить зелья. Мы сможем... на самом деле много чего мы можем. Но пока вдаваться в подробности прям сильно не будем. Сейчас наша первоначальная цель — это найти спавнер ифритов. Смотри, по миникарте я вижу, вон там где-то очень много гуляет ифритов. Возможно, там где-то находится как раз таки спавнер. Но здесь я пока, да, здесь я пока кругами навалял только что красиво. Ну давай сейчас проверим, может там где-то... Но спавнера я пока там никакого не вижу. Да, спавнера я, к сожалению, здесь никакого не вижу. Видимо, его здесь и не будет, к сожалению. Тогда я вижу сундучок. Это, кстати, тоже очень хорошо. Сейчас надо будет обязательно залутать, но первоначально убить этого ифрита. Кто-то меня сейчас подстрельнул сейчас внезапно. Это было неприятно, если честно. Здрасте. Во, пожалуйста, куча сёдел, куча алмазов. Вот это то, что мне как раз таки нужно.
целом, на самом деле, мы можем даже не искать каких-то спавнеров. Мы можем в целом обойтись просто каким-то одним эфиритом. Вот, типа, пожалуйста, алмазная конская броня еще одна. Мы можем благодаря нему сделать... ну можем передробить и получить алмазы. Поэтому это тоже вариант. Еще куча, кстати... стрелы ходячие. Еще куча, кстати, этих самых наростов. И это тоже нам нужно будет собрать. На самом деле мы сможем в будущем взять еще автоферму и наростов, поэтому не стоит так расстраиваться. Окей, давай тогда смотри. Оставлю здесь метку. Крепость. Сейчас мы телепортируемся на базу. И сейчас смотри, что мы делаем. Во-первых, 100% мы ложимся спать, потому что на улице ночь. Логично. И давай сейчас возьмем немножко железа, потому что мне железо как раз нужно. И 4 железных листа. То есть нам нужно сейчас отправить вот эти 4 как раз таки слитка на маленькое прессование. На, держи. Пусть у нас прессуется железо, а мы пока тем временем, надо как минимум инвентарь разложить. Насрано так, что это просто жесть. Так, и кстати, я еще немножко переплавил здесь незерского кирпича, ведь я еще хотел сделать вот это. Здесь нужно 2. Здесь надо 2 кровяных мешка. Черт. Ну ладно, окей. Тогда пока оставим, пока окей, пусть лежит. Блин, у меня нету, мать его, места. Мне тут, видишь, вообще нету нигде. Я понимаю, да, я понимаю, вы, скорее всего, кричите: да выкинь отсюда всякий мусор ненужный. Так уж и быть, чуть-чуть выкину. Но все остальное я смогу переделать. Не сейчас, да, но потом. Ну, что, добывается? О, красота. Сколько уже добылось? Еще 1 стак уже добылся. Нужно, кстати, обратно еще понасадить тут немножечко, а то немножечко у нас тут уже снеслось. Вот так, отлично. Еще вон 1,5 стака дубового бревна уже добылось. И ферма вон у нас вырастает. Все отличненько, все потихонечку. Движение у нас есть. Да, железные листы. Точно. Давай сюда. Дай мне, пожалуйста. И смотри, что нам теперь надо. Нам нужно взять всего лишь один незерак, такой вот называемый, и сделать пустую горелку в сполох. Теперь нам нужно будет просто взять и тыкнуть по эфириту данной горелкой. В будущем, конечно, нам еще нужно будет сделать чашу, потому что сейчас у меня на это ресурса, к сожалению, нету. Ну хотя ладно, вот немножко на десята есть, окей. Так уже быть, немножечко мы сейчас можем сделать. Вот, 14 штучек есть. Мы сейчас можем сделать чашу, так называемую, и механический вращатель. Точнее, смешиватель. Для него нам нужен шестерня, корпус и венчик, который делается вот таким вот, на самом деле, не очень приятным способом. Нам нужно железо. А для железа нам нужно отправляться в Twilight Forest. Ну а подожди. Для того, чтобы начать что-то там выдумывать, давай поставим пока чашу вот сюда. Пусть она здесь и стоит. И сейчас пойдем, как мы сделаем. The Nether, крепость. Телепортируемся. Сейчас мы возьмем ифрита в заложники. Только знать бы где. Вон там ближайшие ифриты я вижу по мини-карте. Ну, скорее всего, они наверху. Блин, на самом деле неприятно. А если где-то поближе один? Вот, здесь поближе. И просто ловим. Все. Домой! Фу, горелка всполоха. Вот, собственно, она. И что нам нужно сделать? Правильно, просто взять, поставить под низ. Вот, пожалуйста, у нас там теперь наш домашний питомец в виде ифрита есть. Вот он там. И чтобы он заработал, мы сейчас можем просто взять и спокойненько закинуть какой-либо вид топлива. То есть, допустим, вот даже один уголечек можем подкинуть. Но мы будем использовать, конечно, дерево, потому что дерево вон у нас буквально копится легко. Оп, видишь? Вот, заработал. И условно, теперь мы можем создать условно, я не знаю, ту же самую, вот, к примеру, латунь, да, то есть мы можем сейчас, конечно, ее нам придется переставить. Да, мы сейчас можем взять латунь. Давай смотри, даже, на самом деле, я даже сейчас ее сделал. Смотри, для того, чтобы нам сделать латунь, нам надо медь и цинк, если я не ошибаюсь. Цинка у меня довольно много, то есть делается, в целом довольно много сделается, да, то есть условно вот, мы можем посмотреть теперь вот так. Нам нужен один медный слиток и один цинковый слиток. Получается у нас 2 латуни. То есть в теории мы сейчас можем просто на все количество сейчас сделать латуни, то есть, да, то есть тут еще получится 10 штучек примерно. Да, но для этого нам нужно будет закинуть очень много угля, дабы у нас это все успело обработаться. И, кстати, я бы еще, у меня же где-то вроде бы была, нет? Нет, вроде бы не была, да. Я бы хотел еще сделать себе плавильную печь, для того, чтобы это все делалось гораздо быстрее. Но в будущем, вернее даже в скором времени, мы сможем сделать вентилятор в корпусе. Делается в целом довольно легко.
на самом-то деле. Я могу его даже сейчас сделать. Потому что благодаря этому вентилятору мы сможем переплавлять буквально в считанные секунды очень много, буквально стаками предметы. Поэтому нам нужно будет это обязательно сделать. Но, да, сделаем, конечно, это не сейчас, потому что сейчас на это, к сожалению, возможности у меня нету. Потому что у нас буквально железа нету. Но вот латунь, вот это можно сделать. Давай закинем 14 цинка, 14 меди и просто запихаем максимальное количество угля в сполоха. Вот тебе, пожалуйста, давай так закинем 17 штук. И вот тебе, пожалуйста, новое достижение — компактификация. Вот это слово тяжелое. Рядом где-то можно будет поставить сейчас депо, чтобы на всякий случай потом было. И вон, пожалуйста, видишь, где-то там. А не, подожди, делается не то, что мне надо. Только не говори, что по одному блоку надо это все закидывать. А, подожди, он не понимает крафт. Черт, это делается только в смешивании. А я-то думал. Черт. А я-то думал, это делается в прессе. Это более логичнее как-то звучит, не? Ну ладно, окей. Тогда что, сейчас мы... Ну, буквально застопорились, да, нам нужно будет в следующей серии обязательно отправляться в этот самый, в Twilight Forest, в холмик, добывать много ресурсов. Также желательно, возможно, я за серией пойду побегаю по аду, добуду много кварца, для того, чтобы получить 30 уровень. И нам нужны коровы. Нам нужно очень много коров, дабы сделать очень хороший стол зачарования. Да, я хочу получить удачу 3 и благодаря этому, соответственно, двигаться дальше. Очень много дуба копится, очень много саженцев, которые мы можем потратить, не знаю, в древесную массу, тут в картон, а картон на броню. Шестерона, кстати, к слову. А, ну, кстати, мы можем Подожди! Мы можем с помощью картона это все делать. Но для этого нужен тоже смешиватель. Ага, у меня появился план, надежный как швейцарские часы. Мне нужно очень много саженцев. Это есть. И также очень много воды. Это тоже есть. Но нам нужен смешиватель. И желательно даже не один. Но сделаем это уже, пожалуй, в следующей серии. Итак, серия затянулась довольно сильно. Очень нравится мне пока начало сезона. Нету всяких миллиардов модов. Ну, это пока что. На самом деле они-то есть. Там и Алекс Кейс, и Эллендер Катаклизм у нас там есть. О, на улице дождь начался. Дождь нам спасибо не нужен. Да, довольно много уже на самом деле глобальных модов здесь установлено, да, то есть, я говорю, Катаклизм, Алекс Кейс уже установлен, Create, к примеру, вот стоит, и добавился еще Farmer's Delight. То есть мы можем заниматься буквально чем угодно, но потихонечку, помаленечку двигаемся, самые, так скажем, нужные потребности закрываем. Ну, в следующей серии, да, нужно увеличить дом, нужно сделать чародейский стол крутой, добыть много опыта, много ресурсов надо, но это все сделаем потом. Поэтому, да, всем огромное спасибо за просмотр данной серии, я надеюсь, вам она нравится, эта вся рубрика, эта серия, вот это все вам нравится, потому что на самом деле мне действительно нравится, потому что мне хочется знать, к чему эта сборка приведет в будущем. Да, к чему она... Не к чему, а во что она выльется. Потому что, опять-таки, искусственный интеллект собирает эту сборку с нуля. То есть буквально с нуля. Без исключения оптимизации. Поэтому будем смотреть, доглядеть. Сборочка и мир находится в описании, поэтому, если что, заходите, смотрите. Также не забывайте в телеграм-канал подписываться обязательно. Там всякие новости выходят, там всякие спойлеры, там заранее видео, доступы, там всякие картиночки и все прочее там выходит, поэтому обязательно подписывайся. Но на этом пока все. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения. До скорой встречи, друзья. Еще услышимся. Пока!